Девочки, привет! Рада видеть вас на нашем канале «Материнство и вязание». И сегодня будем с вами вязать вот такую красивую салфетку. Но это не обязательно может быть салфетка, это может быть коврик, может быть элементы для сумки. Можно использовать остатки пряжи, взять какой-нибудь основной цвет и вот эти волны, да, элементы волны все вязать в разных цветах. Будет тоже очень даже красиво, и тем самым можно избавиться от остатков пряжи. Такой вариант, если использовать там в коричневых, да, оттенках. Вот такой вариант, если вязать в голубых оттенках. Можно все чередовать, можно однотонные делать, кому как больше нравится. И какой использовала шнур, сейчас все расскажу, покажу. Нам понадобится крючок 3 миллиметра, маркер для вязания или контрастная нить, чтобы отметить начало ряда, и шнур. Шнур у меня будет от производителя Бисквит, производитель пряжи Центр сайт. Свою скидку на 5% я оставлю вот здесь и внизу в описании под видео сайт и скидку на все, что есть на сайте. Значит, из цветов это у меня будет цвет Ницца. Далее цвет это темный баклажан, фарфор. По толщине шнур 2 миллиметра. Основной цвет это у меня будет цвет Ницца. Оборачиваем 3 пальчика, делаем нахлест. Заводим под первую нить, захватываем вторую, вывели. Освобождаем колечко, захватываем рабочую нить. Делаем первый столбик без накида, но его не считаем, так как вязать мы будем по спирали. И вяжем еще 6 столбиков без накида. В кольцо вставили, взяли рабочую нить, сделали 1 столбик, 2, 3. Теперь тянем за кончик, и колечко у нас затягивается. Затянули колечко, и сейчас будем переходить на второй ряд. Вот сверху у нас идут косички. С этой стороны задняя часть от петли идут вот такие черточки. Вот они. Вот такие черточки. Это перемычка от петли. И за эту перемычку мы будем все время вязать. Узор у нас называется верблюд. Если когда мы вяжем вот вверх корзину, вот таким образом, то иногда называют узор горизонтальные косички. Захватываем перемычку от петли, захватили рабочую нить, вывели вот до расстояния, что петельки были одинаковые, вывели в одну и вывели во вторую. И сейчас отметим начало второго ряда. Первый ряд это в кольцо мы провязали 6 столбиков, а это начало второго ряда. И будем делать прибавки. 1 столбик мы сделали, сюда же вяжем 2 столбик. Под следующую перемычку 1 столбик и сюда же 2. Весь второй ряд это у нас будет прибавки. В эту же вяжем 2. Под следующую. Захватываем и тоже вяжем 2 столбика. И за последнюю перемычку провязываем также 2 столбика. И всего у нас должно получиться во втором ряду 12 столбиков. Считаем вот по верхним косичкам. Первую косичку мы отметили как начало ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Переходим на третий ряд. Снимаем маркер. Захватываем перемычку. Один столбик сделали. И отметили вот верхушечку от петли. Отмечаем как от начала третьего ряда. Как вяжем третий ряд. 1 столбик мы сделали. Теперь вяжем
За следующую перемычку 2 столбика. Раз, два. И по такому принципу 1 столбик, следующие 2 столбика, раз, сюда же 2, прибавку, вяжем 1, прибавку, следующие 2 столбика, раз, так идем до конца ряда. 1, 2, 1, 2, 1, 2. И встречаемся в конце ряда. Подошли к завершению третьего ряда. Получается, заканчиваем мы ряд прибавкой, да, 2 столбиками, так как начинали ряд одним одиночным столбиком. Так у нас все сойдется. 1 столбик, 2, 1, 2. И получается у нас 18 столбиков без накида. Каждый ряд, так как мы начинали с 6 одиночных столбиков, каждый ряд по правилам круга у нас увеличиваться будет на 6 столбиков. Соответственно, здесь будет 18. Считаем. Раз, первый вот где маркер. Раз, два, три, 4, 17, 18. Переходим на следующий ряд. За заднюю перемычку захватываем. Сделали 1 столбик и сразу ряд отметили. Четвертый ряд. Четвертый ряд начинаем мы с прибавки. Сюда же вяжем 2 столбик. Теперь вяжем 2 одиночных. Раз, два, прибавка. Одиночный, одиночный, прибавка, 2 столбика, одиночный, одиночный, провязали 12 столбиков без накида, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы будем начинать нашу волну. Берем сейчас другой цвет, у меня это будет цвет фарфор. Вставляем опять за перемычку, захватываем крючком перемычку, захватываем нить уже другого цвета и выводим. И получается, нашу рабочую нить основного цвета мы сейчас кладем под вязание, а нить дополнительного цвета, которую делаем волну, выводим наверх. Захватываем рабочую нить другого цвета и выводим. Так как нам здесь нужно сделать прибавку, да, у нас 1 одиночный, 2 одиночный, и сюда же вяжем 2 столбик. Кончик мы тоже сейчас подкладываем, чтобы он у нас сразу прятался. 2 столбика провязали, сделали прибавку. Под следующий вяжем одиночный. А ниточки эти подкладываем. Все ниточки внизу, основной цвет наверху теперь, который мы сейчас вяжем, да, теперь у нас он ушел наверх. Под следующую одиночный. Под следующую вводим и делаем прибавку. Эти ниточки мы подкладываем. Одиночный, дальше одиночный, прибавка,
одиночный, одиночный. Всего в четвертом ряду у нас должно быть 24 столбика. Можно просчитать. Переходим на следующий ряд. Маркер снимаем. Дополнительный цвет пойдет вниз, а основной цвет наверх. Захватываем перемычку. Захватили основной цвет. Захватили, сделали столбик. Первый столбик 5-го ряда. Отметили начало ряда. И 5-й ряд сейчас вяжем одиночный столбик. Под следующую одиночный. Прибавку дальше. Раз столбик, два. Далее 3 одиночных, прибавка. И так и будем до конца ряда вязать. 3 одиночных, прибавка, 3 одиночных, прибавка. Три столбика сделали. По какому принципу мы делаем прибавки? Вот мы в предыдущем ряду сделали прибавку. И теперь в этом ряду делаем следующую прибавку. Раз, два. Раз и два. И в начале ряда также делали. Вот здесь сделали прибавку. Вот в предыдущем ряду была прибавка. И сразу в следующем ряду после этой прибавки сделали прибавку. И так в каждом ряду мы будем делать. В принципе, по правилам идеального круга, после прибавки в предыдущем ряду, в следующем ряду сразу делаем прибавку. А столбик между рядами у нас всегда будет увеличиваться. То прибавками 1 столбик, в следующем ряду 2 столбика между прибавками, следующими 3 столбика, потом пойдет 4 столбика между прибавками, 5 столбиков между прибавками, 6 и так далее. Прибавку сделали. Теперь вяжем 1, 1, еще 1, 3 одиночных. И нить, которая у нас идет в вязание, да, мы подкладываем, мы ее немножко подтягиваем. Вот, чтобы здесь ровная сторона была. Но сильно, опять же, ее не затягиваем, чтобы у нас не стягивалось вязание. То есть все в меру. Серединку можно подтянуть сразу. Здесь она у меня уже расходиться начала. Далее здесь провязали прибавку. Дальше идем одиночный. И вот здесь у нас начиналась волна. Сейчас мы будем начинать волну с шагом 2 столбика. То есть здесь мы провязываем еще в основном цвете за заднюю перемычку, вот смотрите, темного цвета, 1 столбик. И провязываем за заднюю перемычку, да, за перемычку, 2 столбик. Все, и теперь меняем цвет. Основной уходит вниз, этот уходит наверх. 3 столбика одиночных мы провязали. И теперь делаем прибавку уже в другом цвете. Раз, два. Все, и идем теперь в другом цвете. Вяжем волну. Раз столбик. Два. Три. Сделали и вяжем под следующую перемычку прибавку. Эту ниточку тоже подтягиваем. Раз, два, три. И делаем прибавку. И
Можно посмотреть, вот здесь вот у нас была прибавка, и сразу в следующем ряду мы сделали прибавку. Можно просчитывать, можно смотреть, где делали прибавку, сразу делать прибавку. И здесь, так как начинали мы ряд двумя одиночными столбиками, закончить ряд мы должны одним одиночным столбиком, чтобы так и получилось. 3 одиночных прибавка, 3 одиночных прибавка. Так, теперь переходим на следующий ряд и смотрим. У нас уже перемычки идут в основном цвете. Здесь, так как у нас шаг 2 столбика, пока мы делаем волну, мы вяжем за 2 перемычки. Первую перемычку вот так провязали, поставили маркер. Вяжем под следующую вторую перемычку, под вторую перемычку второй столбик. 2 провязали. Теперь меняем ниточки. Поменяли. Третий столбик и четвертый. Четыре одиночных провязали. Теперь здесь смотрим, в предыдущем была прибавка, делаем прибавку. 1 столбик, 2. В этом ряду у нас будет 4 одиночных прибавка, 4 одиночных прибавка. Идем одиночными столбиками. Два, 3, 4. Делаем прибавку. 1 и второй же сюда же столбик. Так, сделали прибавку. Далее вяжем 4 одиночных. 1, 2, 3, 4. И делаем прибавку. Дальше вяжем 4 столбика. 1, 2. И смотрим, здесь у нас уже начинается волна. Вот задняя перемычка уже другого цвета. Здесь мы сделаем шаг уже 3 столбика. То есть сейчас мы еще идем цветом основным. 1 столбик, 2 столбик. И сюда 3. Шаг у нас будет здесь уже 3 столбика. И смотрим, так как мы вяжем 4 одиночных прибавка, да, 1, 2, 3, 4 одиночных, здесь у нас должна прибавка быть. Мы провязали в цвете основном 1 столбик, а второй столбик мы уже будем провязывать в цвете, который у нас идет волна. И сюда же вяжем второй столбик, но уже другого цвета. Вот. И теперь дальше идем 4 одиночных прибавка до конца ряда. Четыре. И сюда прибавка. 1, 2. Вот. Шаг здесь был, здесь ушли на 2, здесь уходим уже на 3. И, соответственно, здесь мы прибавим потом тоже 3. Так, 2 провязали. Дальше вяжем 4 одиночных. 1, 2, 3, 4. Прибавка. И как раз ряд мы начинали 4 одиночными столбиками. Здесь сделали прибавку. Всё. Переходим на следующий ряд. Эту ниточку можно немножко подтянуть, только сильно не тянем, чтобы у нас не затягивалось вязание. Сделали 1 столбик и отметили начало ряда.
Получается, мы перешли на 7 ряд. Сюда же делаем прибавку. Провязали 2 столбика. Теперь у нас пойдет 5 одиночных, прибавка, 5 одиночных, прибавка. Вяжем 1. И смотрим, вот здесь уже перемычки пошли другого цвета, да? Одну провязали перемычку. Так как у нас шаг сейчас идет 3 столбика без накида, вторую перемычку провязываем и третью провязали. И у нас получается сейчас 4 одиночных столбика. Дополнительная, которая волна уходит вниз, основная уходит наверх. Вяжем за заднюю часть петли. Получаем, провязываем 1, 2, 3, 4, 5. И дальше делаем прибавку. И так и идем теперь 5 одиночных. Прибавка, 5 одиночных. Прибавка. 1, 2, 3, 4, 5 провязали. Теперь делаем прибавку. Два, 3, 4, 5. 5 сделали, делаем прибавку. 1, 2. Дополнительную ниточку подтягиваем. Вот, видите, здесь у меня заломчик такой образовался. Я сейчас потяну за дополнительную ниточку, так как ее видно, да? Все, и она у меня расправится. И здесь расправилась. Ручками потом тоже разравниваем. Вот, и сильно, повторюсь, опять не затягиваем, да, чтобы наше вязание не скукоживалось. Так, прибавку сделали, теперь 5 одиночных. И скоро у нас уже будет рисунок волна. Сейчас. Раз, два, три, 4 провязали. Сейчас будем пятую провязывать столбик. Это вот за заднюю часть от петли синего цвета, да, дополнительного, который волна. Так как шаг у нас 3, мы провязываем 1 столбик. И за следующую перемычку, так как у нас сейчас прибавка, да, 5 столбик сделали, сейчас прибавка. Вяжем 1 столбик и 2. Получается 3 столбика другого цвета, да, основного мы сделали, да, шаг 3. И теперь меняем цвет. И у нас вырисовывается дальше волна. 1, 2, вяжем 5 одиночных, 3, 4, 5 сделали. И здесь делаем прибавку. 1, 2. Сделали. Вот. И так и получается, что здесь у нас шаг уже 3 столбика. Вот здесь прибавка. Здесь 3 столбика, здесь по 2, да, шаг. Вот. Далее вяжем 5 одиночных столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. 5 провязали. Это получается 7 ряд у нас закончился. Сейчас переходим на 8 ряд. Сделали первый столбик.
и его отметили маркером. Вяжем 8 ряд. Один столбик сделали, второй столбик сделали. И смотрим в предыдущем ряду, где у нас была прибавка. Вот здесь, соответственно, здесь была, теперь здесь делаем. Вот перемычку. Теперь вяжем 2 столбика. Раз. 2 столбика провязали. Теперь у нас получается между прибавками будет по 6 столбиков. Дальше вяжем. Дальше вяжем 1, 2, 3. Так, 3 столбика провязали. Вот дальше у нас уже перемычки идут голубого цвета. Захватываем одну перемычку. 1, 2 и 3. Так как шаг мы сейчас делаем, да, 3 столбика. 3 захватили. И получается всего вот здесь сделали прибавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. И сейчас будем делать прибавку, но меняем ниточки. И сюда под следующую делаем уже прибавку. 1, 2. Все, далее идем 6 одиночных, прибавка. И встречаемся, когда здесь уже будем волну вырисовывать, вывязывать. Встречаемся вот здесь. Вот мы подходим к рисунку волне. Здесь, получается, мы провязали 6 столбиков одиночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сюда вяжем прибавку. 2 столбика. 1, 2. Так как шаг мы сейчас делаем 3 столбика, да, и под следующую мы вяжем еще 1 столбик, 3. Шаг 3 столбика мы сделали. Теперь обрезаем нашу ниточку, которая идет у нас синего цвета. Сразу кончики я оплавляю, чтобы они не сыпались. Чуть-чуть буквально. И здесь уже волну я начну в цвете делать, вот лазурный возьму. Вставляем крючок в перемычку. Этот хвостик можно подложить, чтобы он тоже прятался. Захватываем уже следующий цвет. Захватываем, выводим вот в перемычку. Это у нас сейчас пойдет как основной цвет, да, будем вырисовывать волну. Захватываем рабочую нить и выводим. И далее вяжем. Это мы провязали 1 столбик, второй, 6 столбиков уже теперь. Дальше будем в лазурном цвете вязать. Так, 1, 2, 3 сделали. 3, 4, 5, 6. И здесь делаем прибавку. 1 столбик и сюда же второй. Вот здесь у нас была прибавка, здесь делаем прибавку. Далее получается у нас 4 одиночных столбика. 1, 2, 3, 4. Закончили мы 8 ряд. Получается, в 8 ряду у нас должно быть 48 столбиков без накида. Можно по косичкам или по столбикам все это просчитать. Переходим на следующий ряд, убираем маркер. Делаем 1 столбик и сразу его отмечаем маркером. Вот его верхушку отметили маркером. Продолжаем вязать волну. 1 столбик провязали, начало ряда, теперь второй. Третий и 4. Потому что здесь у нас уже была прибавка, мы теперь вяжем прибавку. 1,
Один провязали и второй. Провязали. Теперь между прибавками у нас уже будет 7 столбиков одиночных. И так и вяжем 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И смотрим, здесь уже перемычки пошли в голубом цвете. Нам нужно шаг делать 3 столбика. Захватываем первый столбик. Здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, еще одну до прибавки нужно сделать. И здесь уже прибавка будет в синем цвете. И теперь меняем. Второй столбик мы уже делаем прибавку в голубом. И так и сделали мы, да, шаг 3, 3 столбика мы здесь провязали. Смотрим, как здесь было 3, 1, 2, 3, все, здесь сделали. Все, далее идем в основном цвете у нас в голубом. 7 одиночных, прибавка, 7 одиночных, прибавка. И так до начала волны идем. Дошли до нашего рисунка, здесь сделали прибавку. И вяжем теперь 3 столбика. 1, 2, 3. Провязали. И теперь меняем ниточки. Эту вниз, эту вверх. И вяжем дальше. Там 3 связали, да? 4, 5, 6, 7. Здесь у нас была прибавка. 7 связали. Так, здесь делаем прибавку. 1, 2. И далее, получается, до конца ряда у нас 3 столбика без накида. Получается, мы начинали ряд с 4 одиночных столбиков, да, вот он у нас 1, 2, 3, 4, и закончили 3. Как раз все сошлось. Всего 7 одиночных, прибавка, 7 одиночных, прибавка. И получается, все, закончили ряд. Я думаю, принцип уже вязания понятен. Здесь я делала шаг 2 столбика, да. Здесь шаг уже 3 по 3 пошел. Вот здесь, когда я перешла на темно-синий цвет, я уже делала 4. Здесь, в принципе, видно уже 4, 4, 4. Вот. Поэтому шаги можно варьировать, цвета можно варьировать, делать так, как вам нравится, так, как вам хочется. Здесь, получается, у нас мы провязали сейчас уже 9 рядов. В 9 ряду у нас 54 столбика. Получается, в 10 ряду уже будет 60. Каждый ряд, повторюсь, увеличивается на 6 столбиков. Значит, следим за прибавками, да, прибавку делаем после прибавки. Можно просчитывать столбики, да, здесь у нас получается в 9 ряду было 7 столбиков, в следующем пойдет уже 8 столбиков одиночных прибавка, да, между прибавками одиночных. Дальше 9, 10, можно считать столбики. Можно смотреть, где была прибавка, делать прибавку. Все как вам удобно. Вяжем такой диаметр, который как вам нужен. И потом будем делать обвязку завершения. Когда мы провязываем последний ряд, у меня это 17 рядов я провязала, мы делаем обвязку. Вот смотрим, вот с каждым разом, когда мы переходим на следующий ряд, да, провязываем ряд, у нас косички прижимаются. И, соответственно, последнюю косичку нам нужно тоже прижать. Поэтому теперь мы также захватываем заднюю часть от петли, перемычку, захватываем, но не делаем столбик, а сразу выводим в петельку. И вот таким образом, так, сейчас я это уберу, за заднюю перемычку захватили рабочую нить, вывели. И вот такими соединительными столбиками мы идем до конца ряда. Вот так вот. То есть у нас вот эта косичка теперь прижимается.
И так идем до конца, да, сразу видно, что здесь вот косичка не прижата, здесь вот идут столбики, здесь уже мы начали делать обвязку. И таким образом идем вот до конца ряда. Я подошла уже к завершению, обрезаю ниточку. Чуть-чуть сюда оплавляю кончики. Так. Выводим на лицевую часть. Так. И теперь вот заводим, вот у нас идет первая косичка и вторая, заводим под вторую косичку, выводим на изнаночную часть. И теперь нам нужно вот сюда в серединку вывести. Вот теперь заводим за перемычку и в серединку косички. Захватываем наш кончик и выводим на изнаночную часть. Вот таким образом. И теперь по ближайшим петелькам чуть-чуть можно спрятать, а потом кончики припаять. Я пока вязала, прятала ниточку. Теперь можно ее вот таким образом припаять к вязанию. И все, в принципе, кончики можно так сделать. Вот здесь тоже я прятала ниточку. Вот так вот. Теперь наш круг нужно пропарить. Берем хлопчатобумажную ткань, ставим утюг не на максимальную температуру, где-то двоечку выставляем, пропариваем с двух сторон, кладем под пресс, чтобы это хорошо все разровнялось. Спасибо, девочки, за просмотр. До встречи в новых видео и всем пока-пока!